Некоторые относительно старые ноутбуки имеют большой потенциал для апгрейда, и после некоторых усовершенствований ноутбук из 2013 года может стать шустрее, чем ноутбук средней цены из 2020. Единственное, что нельзя усовершенствовать, это вес ноутбука, конечно же. Современные все-таки легче. В моем ноутбуке Lenovo B570E, наверное, я уже большую часть проапгрейдил. Заменил материнку с лучшей видеокартой, расширил оперативку до 16 гигабайт, поставил SSD, заменил процессор Pentium на i5. Еще есть возможность заменить матрицу на IPS, но для меня это не актуально. В этом видео мы поставим в этот ноутбук 8-поточный процессор i7-2820QM. Сама замена процессора достаточно простая, но дело в том, что у нового процессора мощность тепловыделения 45 Вт, когда как стандартные сборки идут с процессорами на 35 Вт. После установки мы посмотрим, стоило ли менять i5 на i7 или нет, и справляется ли система охлаждения. Этот процессор я покупал на AliExpress. В описании к видео вы можете посмотреть весь список процессоров, которые можно установить в ноутбук Lenovo B570, либо V570, либо Z570, и ссылки на них. Что вообще значит, если мощность на 10 Вт выше? Это значит, что при максимальной нагрузке тепло должно отводиться от процессора быстрее, потому что процессор греется при нагрузке сильнее. И если система охлаждения засорена или просто не рассчитана на такую теплоту, то включается механизм от перегрева – тротлинг. Процессор искусственно занижает свою частоту, потому что чувствует, что близок к перегреву. Значит, установка мощного процессора в этом случае почти ничего не улучшила бы. Процессор не стал бы выдавать своего максимума. Почему все-таки я решил попробовать заменить проц? Если мы сравним мой старый i5 и новый i7, мы видим, что размер кристалла у i7 значительно больше. Значит, он большей площадью будет соприкасаться с площадкой охлаждения. В моем случае охлаждение также имеет достаточную площадь для полного соприкасания с кристаллом. Очевидно, что площадь кристалла на i7 на 45% больше, чем у i5, а тепловыделение лишь на 29% больше. Здесь есть какая-то логика, а теперь посмотрим на тесты. Сначала Stability тест только на процессор. i5 нагревался до 85 градусов, i7 максимальная температура 81 градус, без тротлинга. Стоит упомянуть, что система охлаждения во время замены процессора была почищена и нанесена свежая термопаста MX4. Оценка производительности на Windows 7 прирост в 3 строчках. Теперь запустим FurMark. i5 видеокарта нагревалась до 96 градусов, процессор 91, тротлинг отсутствует. i7 видеокарта нагревалась до 90 градусов, процессор лишь до 79, тротлинг отсутствует. В программе Sony Vegas рендерных 10 минут Full HD 60 кадров в секунду i5 справился лишь за 57 минут. У i7 заняло 41 минуту. А теперь загрузим и процессор, и видеокарту через AIDA тест одновременно. У i5 прогрев до 97 градусов обнаружен тротлинг до 46%. i7 прогрев процессора до 87 градусов. Тротлинг не выявлен, но если внимательно посмотреть на частоту при полной нагрузке, она не скачет выше 2,3 ГГц, хотя максимальная частота этого процессора 3,4 ГГц. Как это понимать, не знаю. Может быть, программа AIDA неправильно загружает процессор. Может, так и должно быть. Если есть догадки, пишите в комментарии. Ведь во время работы Sony Vegas частота поднималась выше 3 ГГц, хотя процессор не был полностью загружен. Итог. Я не пожалел, что поставил этот процессор взамен i5, ведь работать стало действительно комфортнее и шустрее. В случае полной загрузки видеокарты и процессора одновременно у меня просто не случается. В игры я не играю, хотя вряд ли какая-то подходящая на этот ноутбук игра будет настолько жрать производительность.
Если вы хотите поменять процессор, можно без риска взять на 45 Вт. Главное, чтобы размер кристалла был больше и площадка на охлаждении была достаточного размера. Пишите ваш опыт в комментарии, какой ноутбук вы апгрейдили и что из этого вышло. В следующем видео я расскажу, как запихнул динамики от Motorola E398 в ноутбук и что из этого вышло. Хорошего дня, пока!